Всем привет, меня зовут Артур, это канал Papahead. В прошлом видео я показывал, как я сделал подсветку рабочего стола с функцией регулировки яркости, а также цветовой температуры. Но со временем я стал замечать один недостаток, а именно мерцание или шим, когда я снижаю яркость светодиодной ленты. Посмотрите здесь, здесь и здесь. Чтобы исправить эту ситуацию, мне понадобится другой блок управления, а именно блок управления с высокой частотой шим. Ссылку на этот блок я оставлю в описании под видео. Также я приобрел в магазине алюминиевый уголок 20 на 20 длиной 2,7 метра. Эти два профиля я разметил, распилил ручной ножовкой и приступил к примерке. Этот профиль должен прикрыть мои глаза от направленного в бок света. Профиль я решил крепить саморезами, для чего разметил, просверлил, а также зазинковал 4 отверстия. Установил первый профиль. Держится все хорошо, выглядит аккуратно. Точно такую же работу я выполнил и по второму профилю. Разметил, просверлил, зазинковал и смонтировал по месту. Кабель питания, который я установил в прошлый раз, будет заменен по двум причинам. Во-первых, мне ни разу не пригодился комплектный выключатель. А во-вторых, в новом кабеле будет третья жила, с помощью которой я смогу заземлить корпус блока питания. Хоть я и не прикасаюсь к этому корпусу каждые 5 минут, но электробезопасность здесь очень важна. Монтаж буду выполнять шнуром ШВВП от Камкабель. ГОСТовый, сечение 2 по 0,5. Подключать кабель к светодиодной ленте я буду с помощью мобильного паяльника PAN64 от Pinisil. Ссылку оставлю в описании. Так как новый контроллер яркости одноканальный, холодные и теплые половинки светодиодов мне пришлось подключить параллельно. И теперь они работают вместе, регулируя только яркость. Место пайки я всегда прикрываю термоусадочной трубкой. После этого я приклеил ленту к алюминиевому профилю и затянул кабель внутрь шкафчика. Новый контроллер также от фирмы Orlite, и его габаритные размеры соответствуют предыдущему, поэтому замена в моем случае занимает пару минут. После пайки я проверил каждый отрезок светодиодной ленты на работоспособность. Концы я завел в шкаф, аккуратно скрутил и подключил контроллер управления. Замерил, сколько потребляет один 1,5-метровый кусок светодиодной ленты в параллельном подключении светодиодов – 0,6 ампера. Так что мои 3 отрезка потребляют суммарно 1,5 ампера. Привязка пультов управления для контроллеров Orlite всегда одинаковая. Нужно нажать кнопку Match и нажать любую кнопку на пульте управления, после чего привязка будет выполнена. Как я говорил в начале видео, замену контроллера я решил сделать из-за мерцания при понижении яркости. Это утомляло глаза. Частота шим в таком случае 250-500 МГц. Новый контроллер позволяет регулировать яркость частотой шим 8000 Гц, что не должно быть заметным и утомлять глаза. Переходим к тестам. Частота шим 250 Гц. Вот, сразу видно мерцание при снижении уровня яркости. Частота шим 500 Гц. Мерцание также видно. И эта частота очень схожа с частотой работы предыдущего контроллера. Частота шим 2000 Гц. Мерцание на камеру практически не видно. Частота шим 8000 Гц. Мерцание не видно ни на максимальной яркости, ни на минимальной. Отлично. Снизил яркость над рабочим местом. Покрутил камеру. Мерцания не видно. Как вы поняли, систему лучше сразу собирать на хорошем и дорогом контроллере. Зрение надо беречь. Замену выполнил, поставил принтер на место и начал работать. Всем спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.